Что может так сильно напугать медсестру, что она начинает кричать на всю больницу? Маргарет, медсестра с более чем 20-летним опытом работы, никогда не видела ничего, что напугало бы ее так сильно, как то, что она увидела в палате девочки, известной как «спящая красавица». Интересно знать, что на протяжении 15 лет эти два слова буквально резюмировали и описывали историю нашей главной героини — Оливии. 15 лет назад Оливии было всего 8 лет, когда ее нашли лежащей без сознания на тротуаре одной из самых оживленных дорог города. Маленькая девочка была в коме и подключена к аппарату жизнеобеспечения. Администрация школы заявила, что маленькая девочка была одной из тех, кто приходил в школу самостоятельно, и никто никогда не встречал и не знал ее родителей. Все попытки найти родителей Оливии оказались безуспешными. Это также означало, что никто не оплачивал ее больничные счета. Оставят ли они девочку умирать, или ее родители, в конце концов, вступятся за нее? Несколько недель спустя родители Оливии, Чарли и Эмилия, наконец приехали в больницу. Чарли и Эмилия — пожилая пара, которая в конце концов завела ребенка после долгих лет попыток. Когда медперсонал сообщил супругам, сколько будет стоить сохранение жизни их дочери, Эмилия расплакалась, потому что знала, что они не смогут позволить себе оплачивать ее счета. Ничего не сказав, она просто вышла из кабинета врача. Чарли отдал приказ отключить Оливию от аппарата жизнеобеспечения. Но все в больнице полюбили Оливию и сочувствовали ее несчастному положению. Они не хотели видеть, как она умирает. Некоторые даже относились к ней как к собственной дочери, особенно медсестра Маргарет. Именно она всегда разговаривала с Оливией, а иногда и пела для нее. Любой, кто видел, как сильно Маргарет заботилась о маленькой девочке, подумал бы, что она была для нее не просто медсестрой. Она была ее главной сиделкой и, возможно, ее ангелом-хранителем. Весь персонал больницы называл Оливию «спящей красавицей» из-за ее потрясающих черт лица. Маргарет призвала своих коллег собраться вместе и помочь оплатить лечение девочки. Все дружно согласились. Доктор Гарри, директор больницы, внес наибольшую сумму среди всего персонала больницы. Как и Маргарет, доктор Гарри был очень добр к Оливии. Однако Маргарет знала, что ее коллеги, возможно, не смогут оплачивать медицинские счета девочки так долго. Поэтому она также создала страницу на благотворительном сайте, чтобы помочь с оплатой счетов. Расстояние между домом родителей Оливии и больницей также стало испытанием для пожилой пары. Эмилия сказала: «Нам трудно находиться здесь каждый день. Чарли передвигается в инвалидном кресле, и я могу привозить его только изредка. Как бы мне ни хотелось быть рядом с дочерью, это серьезно сказывается на моем здоровье. Вы уже стали для нее как вторая мать. Не могли бы вы присмотреть за ней вместо меня? Я бы обязательно приходила сюда раз или два в неделю». Маргарет согласилась и сочла за честь заботиться об Оливии. Несколько месяцев спустя Эмилия скончалась. Ее дочь Оливия находилась в коме более 14 лет, и большинство людей потеряли надежду, что она когда-нибудь придет в сознание. Маргарет и Гарри были единственными, кто сохранял оптимизм. Оливия больше не была маленькой девочкой. Она выросла и стала красивой женщиной. Тем не менее, она пропустила все свои подростковые годы. Она никогда не ходила в старшую школу и не присутствовала на выпускном вечере. И если Оливия проснется, она будет чужой в своем собственном теле, в новом мире без матери и с обязанностями, которых не ожидают от молодой женщины. Она будет 8-летней девочкой в теле молодого взрослого человека. Это новая реальность, с которой столкнулась спящая красавица. Однажды по дороге на работу Маргарет попала в серьезную аварию. В результате аварии она оказалась в инвалидном кресле, и врачи сказали ей, что пройдет много месяцев, прежде чем она поправится.
Поскольку Маргарет не было рядом, чтобы позаботиться об Оливии, ответственность легла на доктора Гарри. Через некоторое время одна из медсестер сказала доктору, что она заметила, что у Оливии давно не было месячных. Врач провел несколько анализов и констатировал, что у Оливии были нерегулярные менструации. Причин для беспокойства не было. Маргарет чувствовала себя неловко, когда находилась вдали от Оливии. Она даже попросила доктора Гарри время от времени присылать ей фотографии и видео, чтобы знать, как дела у девочки. Маргарет потребовалось 6 месяцев, чтобы оправиться от полученных травм. Когда, в конце концов, она была признана достаточно здоровой, чтобы снова ходить, она, не теряя времени, отправилась в больницу навестить Оливию. Медсестра заявила, что была взволнована как мать, которая не видела своего ребенка. Но когда Маргарет увидела Оливию, она заметила что-то скрытое или, возможно, странное. Почему Оливия выглядела по-другому? Да, она выросла за эти 6 месяцев, но Маргарет заметила, что она прибавила в весе. Такой рост не приходит сам по себе с возрастом. «Почему она была укрыта еще одним одеялом?» — прошептала Маргарет. Когда медсестра приподняла одеяло, она была ошеломлена тем, что увидела. Маргарет не могла этого понять. Вместо этого она просто выбежала из палаты, выкрикивая имя доктора Гарри. Первая медсестра, которую она встретила в коридоре, сказала ей, что его не будет в больнице в течение следующих 2 дней. Она несколько раз спрашивала ее, в чем проблема, но Маргарет не могла вымолвить ни слова. Вместо этого она потащила медсестру в палату Оливии, чтобы та убедилась в этом сама. Маргарет, запинаясь, спросила, как она может быть беременна. Другие медсестры и врачи также вошли в палату, и одна из них объяснила, что они заметили изменения, но доктор Гарри провел несколько тестов, и результаты показали обратное. Маргарет настояла, чтобы они провели новые тесты на случай, если что-то изменилось. Результаты теста подтвердили ее опасения. Оливия была беременна. Когда Чарли сообщили о случившемся, он пришел в ярость и вызвал полицию. 2 месяца спустя у Оливии родилась девочка с помощью кесарево сечения, и начались поиски ее отца. Каждого сотрудника мужского пола в больнице заставили пройти процедуру ДНК. Результаты теста показали, что именно доктор Гарри воспользовался положением Оливии. Его сразу же задержали. Без ежемесячного финансового взноса доктора Гарри они больше не могли поддерживать жизнь Оливии. Все, за исключением Маргарет, согласились, что лучшим вариантом было бы отпустить ее. Но перед тем, как врачи отключили спящую красавицу от аппарата, Маргарет приложила новорожденную девочку к груди Оливии. Малышка не переставала плакать, но через некоторое время она успокоилась на теле своей матери. Казалось, что тело Оливии успокоило бурю, в то время как у всех остальных сердце ушло в пятки. Маргарет и большинство сотрудников больницы с нетерпением ждали этого события, надеясь, что спустя 15 лет произойдет чудо. Они подождали несколько минут, но чудо не произошло. Маргарет стояла в углу больницы и не могла перестать плакать, несмотря на то, что изо всех сил сдерживала слезы. Одна из медсестер взяла ребенка на руки, который уже заснул, когда все смирились с судьбой Оливии. Маленькая девочка снова заплакала, и тогда произошло немыслимое. Словно птица Феникс, восставшая из пепла впервые за 15 лет, Оливия снова открыла глаза. Все, что она сказала, было «Спасибо, Маргарет». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.